Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сегодня мы отправляемся в колониальный тур. Мы поедем из Варадеро в столицу Кубы, город Гавана, и проделаем этот путь на ретро-автомобиле. Спустя примерно минут 40 из города Варадеро выехав, мы остановились возле моста, который называется Бакуна-Ягуа. Этот мост считается самым высоким, самым длинным. Его высота чуть больше 100 метров, длина порядка 315 метров. Также на обзорной площадке есть небольшой бар, где делают коктейли пина-колада. Сколько? Кванта-коста? Синко. $5 за пина-коладу. Экскурсии из Варадеро в Гавану включает в себя посещение красивой обзорной площадки, с которой открывается самый высокий мост. И, между прочим, в 1959 году его открыл сам Фидель Кастро. Вот такая вот историческая справка. Еще стоит добавить, что едем мы из Варадеро в Гавану на автомобиле, который называется Пакар. Это 51 года выпуска автомобиль американского производства. Сейчас мы доехали до еще одной обзорной точки, откуда открывается вид на набережную, а также здесь установлена огромная статуя Иисуса Христа. Конечно же, главная фишка этой обзорной площадки, что отсюда открывается красивый вид на основные достопримечательности Гаваны. Это Капитолий, Плаза де Армас, набережная, которая простирается 8 километров. Отсюда же открывается вид на самую первую крепость, которую построили, и многое другое. На парковке, где мы остановились, можем видеть целую выставку ретро-автомобилей. Давайте я вам покажу. Здравствуйте. Такие красивые автомобили здесь стоят. И в том числе наш автомобиль бордового цвета. 51 года выпуска. Это автомобиль. Сейчас я вам покажу, как он называется. Паккард. Это американский автомобиль. Примерно 5 минут, и мы сейчас доехали до форта, который называется Сан-Карлос. И сейчас он знаменит в первую очередь тем, что здесь находится фабрика табака.
помимо того, что в этом магазинчике продают алкоголь и сигары, также здесь можно еще понаблюдать за мастером, который эти сигары крутит. Сейчас мы находимся уже в другом помещении. Здесь получается как сигарная комната, то есть люди могут приобрести здесь сигару, здесь же ее покурить в соседней комнате, ну а также здесь за стеклом есть экспонат, не что иное, как самая длинная в мире сигара. Ну и помимо сигар здесь также можно выпить чашечку кофе, либо газировку. Вот кофе стоит $3, газировка $2, поэтому можно немножко посидеть, передохнуть. Примерно такие же цены, как и в магазинах Гаваны. Давайте немного вам покажу цены. $23 Гавана Клаб стоит 7-летний ром. Ром попроще, вот как у нас в отеле, допустим, недавно был. Внутри этого магазинчика снимать, как оказалось, нельзя, поэтому как только начинаешь снимать сигары, либо ром, вам сразу говорят, что нет. Поэтому могу вам лишь рассказать на словах, что 7-летний ром стоил $23, как я вам показывал, а обычный ром $10 за бутылку. Как мы видим, в автомобиле переключение скоростей идет с руля. Из более-менее современных здесь магнитола, хотя она тоже видно, что из 90-х. Совмещенное сиденье кресел, как у водителя, так и у пассажиров. Как тебе, комфортно? Мне комфортно, чувствую себя как в каком-то, знаете, таком старом фильме, стараюсь заходить в машину, как Леди благодарить, когда мне закрывать и открывать дверь. Сейчас мы подъехали к тому же самому форту, но с другой стороны. И чтобы сделать красивые фотографии, полюбоваться локацией, природой. Мы доехали уже до центра Гаваны, проезжали красивую набережную, она простирается 8 километров, и проезжали такие интересные места, как отель Прада, посмотрели на отель Националь, на другие достопримечательности этого города. Вы видели, какие огромные волны вырываются прямо на набережную из океана. Да, даже было немножко страшно, потому что окно у меня открытое. Пока стоим на светофоре, увидели наш старый советский москвич, весь в шпаклевке. На самом деле очень много отечественного автопрома здесь. Мы видели и Ниву, и Аку, и пятерки, шестерки, семерки ВАЗ. В общем, очень популярные автомобили на Кубе. Наши советские старые автомобили. Приехали к площади, видим огромное количество ретро-автомобилей, преимущественно розового цвета.
парков популярны по всему миру, и Куба это не исключение. Сейчас мы находимся, наверное, в самом центре Гаваны, в центральном парке. Именно здесь люди арендуют и ретро-автомобили, и повозки, и такси. Здесь много вам предлагают различных каких-то экскурсий, прогулок. Центральный парк – это излюбленное место всех местных жителей и также туристов. За моей спиной находится монумент национального героя Хосе Марти, а его окружает еще также 28 пальм, которые символизируют его дату рождения, и мою, кстати, тоже. И вокруг этого центрального парка находятся различные интересные здания. А вот это знаменитый театр балерины Алисия Алонсо. Это именно она построила этот театр. Также здесь находятся знаменитые отели, коммерческие центры и даже небольшие магазинчики. Даже потому, что магазинов в Гаване не так много. Сейчас мы находимся возле одного из самых известных баров в мире. Называется он Эль Флоридита. И стал известен он благодаря Эрнесту Хемингуэю. Именно здесь он заказывал свой любимый коктейль. Бар Флоридита был открыт еще в начале 19 века, и он популярен своим коктейлем дайкири, который здесь любил заказывать Хемингуэй. Кстати, Эрнесту здесь отведено специальное место, он очень любил садиться в самом дальнем углу барной стойки, и там располагается его бронзовая статуя. Знаменитым скульптурам сюда, чтобы сделать фотографии и немножко напоить Эрнеста Хемингуэя его любимым напитком. Угощайте, Эрнест. Коктейли здесь очень вкусные, алкогольные. Большой выбор разнообразных вкусов. Мы взяли себе классический и с манго. Стоимость $5 за каждый. Плюс $2,5 за некий сбор. Ну, то есть за обслуживание. После бара продолжаем наш сити-тур, городской тур на ретро-автомобиле. Сейчас мы приехали на Кафедральную площадь. Здесь все здания выполнены в стиле барокко 18 века. И, конечно же, на этой площади располагается главное сооружение – это Кафедральный собор. Внутрь собора также можно зайти, посмотреть его убранство. Продолжаем нашу прогулку по центру Гаваны. Только что мы видели здание красиво расписано в колониальном стиле. Там показано, как раньше проживали в этом доме богатые
люди. И движемся к следующей нашей точке. Нужно отметить, что наша прогулка, помимо того, что гуляем мы с Томочкой, гуляет с нами еще наш водитель по совместительству гид. То есть он нам немножко рассказывает, немножко на английском, немножко на испанском. Но мы, надо сказать, заранее немножко подготовились, потому что интернета нет. Поэтому выписали все основные достопримечательности, поэтому мы имеем представление, где мы с вами находимся. Как вы видите, играют музыканты, но они прям достаточно настойчиво все просят чаевые. Но это касается на Кубе, на самом деле, не только музыкантов. На самом деле и в ресторанах, и обслуживающий персонал в других сферах. Мы сейчас находимся на площади Армас. Здесь очень красивая архитектура в таком, знаете, колониальном стиле. Но главная фишечка, конечно же, этой площади, то, что здесь еще находятся очень колоритные женщины. Вот так вот, как будто бы снимая меня, а на самом деле снимаем их. Но чтобы с ними сфотографироваться, необходимо заплатить $10. Находится картина создания города Гаваны испанцами. И написал эту картину французский художник Жан-Баптист Вермей. Сейчас мы гуляем по площади Сан-Франциско, совсем рядом расположен порт, а также здесь есть один из самых красивых фонтанов в столице Кубы. На этом наш колониальный тур закончен. А если он вам понравился, обязательно обращайтесь в агентство, в котором мы также бронировали эту экскурсию. Называется Classic Cuba Tours. Как обычно, ссылочку оставим в описании под видеороликом. А сейчас, друзья, отправляемся в отель в столице города Куба, который тоже вам обязательно покажем. Мы регистрируем сейчас в наш отель, который называется Rock President, то есть это та же самая сеть, в которой мы останавливались в Варадеро. И пока мы ждем нашу регистрацию и заселение в номер, нам принесли напиточки. Между прочим, с алкоголем. Где вы еще такое встретите? Только на Кубе. Сейчас я покажу вам наш отель, проведу мини-обзор. Называется он Rock Президенты, но все его знают как отель Президент. Это его главный вход. Также этот отель принадлежит группе отелей Гран Карибе. Gracias. Это у нас холл. Здесь есть мини-библиотека. Можно почитать книжки.
Здесь столики, где можно посидеть в интернете, поработать. Интернет в лобби неплохой, быстро страница загружается, в номере чуть похуже. Очень красиво украшен отель в колониальном стиле. Сейчас все готовятся к Рождеству, поэтому здесь такие милые украшения. На ресепшене очень быстро регистрируют и помогают со всеми вопросами. Ресепшн — настоящая галерея, можно ходить и смотреть на произведения искусства. Здесь интересные вазы. Также, видимо, здесь по вечерам играют на рояле. Здесь проходят завтраки, обеды, ужины. Либо можно просто поужинать в ресторане, даже если вы не проживаете в этом отеле. А еще мне безумно нравится лестница, который ведет к номерам. Подниматься до конца я не буду, потому что живем мы на 9 этаже. Если выйти с ресепшена, то можно дойти до бассейна. Мы чуть позднее туда пройдемся и искупаемся, когда немножко наладится погода. Это бассейн. Также здесь есть террасы. В хорошую погоду здесь находятся бары. С другой стороны тоже бар и небольшой магазинчик. У буфета также есть бар, где можно заказать себе алкогольные напитки, коктейли, либо кофеечек. Сейчас с Кириллом покажем нашу комнату. Проживаем мы на 9 этаже. Сейчас, ребята, давайте взглянем на наш номер. Он очень просторный, светлый, с прекрасным видом из окна, который я вам скоро покажу. Итак, у нас здесь есть шкаф, в который мы постарались убрать наши вещи. Да, и утюг, гладильная доска, сейф, полотенчики для бассейна. Отдельно подушки и одеяло дополнительно. Также есть столик с зеркалом, на котором нас ждал сюрприз от отеля. Гавана Клаб. 2 бутылочки рома, между прочим. Стульчики, кресла. Удобные, да? Еще какие. Я сюда села, как будто в зефирку провалилась, очень мягкие. 2 большие кровати. Особенно, когда они соединены вместе, то кажется просто огромным пространством. Также есть небольшой шкафчик, телевизор. Давайте заглянем, есть ли здесь еще что-то. Да, здесь есть еще холодильник, смотрите, друзья. Можно им также пользоваться. Сейчас давайте посмотрим ванную комнату. Она также светлая, просторная. Есть фен, различные тюбики, гели, шампуни, лосьоны, мыло. Собственно говоря, душевая, полотенце. Ну и давайте покажу вам в заключении вид из окна, который открывается у нас из номера. Наш номер располагается на 9 этаже, поэтому помимо зданий, которые мы можем наблюдать, также мы видим впереди набережную города Гавана. А если взглянуть вниз, то мы увидим бассейн, в котором вскоре с вами искупаемся. Сейчас мы спустились вниз к бассейну, отсюда вот можем наблюдать вид на наш отель, на 9 этаж, вот где-то там вот мы проживаем с вами. Вообще достаточно большая редкость, надо сказать, что в центре города, в Гаване, есть отель с бассейном, поэтому мы не преминули возможностью здесь немного искупаться сегодня. Сейчас на самом деле совсем не жарко, во второй половине дня солнышко уже вот уходит. Ветер достаточно сильный, но все равно, думаю, нужно искупаться. Ой, ну, ради контента, друзья, готов окунуться даже в такой прохладный бассейн. Действительно, бассейн кажется очень-очень холодным. Вода не успела, наверное, прогреться, потому что последние несколько дней и Варадера. И здесь, наверное, в Гаване не очень тепло, не очень жарко. То есть тепло, но не жарко. Поэтому вода не прогрелась. Вот меняется уровень бассейна, до этого было поглубже, наверное, 1,5 метра или 1,80 м, а здесь вот уже максимум 1 метр, поэтому
Иду на корточках. Очень красиво отсюда проглядывается основное здание отеля в таких бело-бордовых тонах. Мы пришли на ужин в наш отель, и здесь интересный формат, потому что это такой полубуфет. То есть салаты, гарниры, выпечку, бисквиты вы набираете в буфете, а горячее блюдо приносит уже отдельно на тарелочку. Можно выбрать либо свинину, либо курочку, но это в зависимости от меню дня. Мы заказали одну порцию рыбки и одну порцию свинины. Очень вкусная рыба, хрустящая, поджаристая. Я думаю, что Кирилл, если попробует, ему тоже очень понравится. Также на гарнир у нас здесь овощи. Это тыковка, цукини, капустка. И также самим можно брать из буфета спагетти, либо рис, либо картошку. Как Тома уже сказала, у меня сегодня свининка на ужин. Мы ждали, наверное, минут 10, пока всем приготовят, всем гостям. Вот сейчас уже пробуем. Весьма аппетитно. Я взял себе еще макароны в качестве гарнира, попросили кетчуп отдельно. Вот, поэтому сейчас сидим, вкусно ужинаем после такого насыщенного дня, после нашей поездки, прогулки. Сегодня мы продуктивно провели день, посмотрели историческую часть Гаваны. Завтра продолжим наше приключение, отправимся на плантацию табаков. Ну а на сегодня все. Если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, мы отвечаем на все вопросы. До новых встреч, ребята. Всем пока. Всем пока, друзья.